Люди, работающие в индустрии гостеприимства, знают, с чем им приходится сталкиваться каждый день, но у них нет другого выбора. Ведение домашнего хозяйства становится их единственным источником дохода, и таким людям приходится мириться с тем, с чем они сталкиваются каждый день в своей работе. В то время как одни с улыбкой справляются со своими обязанностями по дому, другие спокойно относятся к странному и грубому поведению гостей. И одна горничная отеля в штате Юта видела все это. Она привыкла обходиться с невежливыми постояльцами, и когда она обнаружила что-то, оставленное двумя постояльцами в одном из люксов, она разрыдалась, и вам будет приятно узнать, почему. Горничная была шокирована, когда убирала гостиничный номер. Не все профессии одинаковы, и некоторые могут стать испытанием для ваших умственных и физических способностей. Из всех существующих в мире тяжелых профессий горничная наиболее уязвима к грубому обращению в ответ на ваше вежливое обслуживание. Но эта горничная из Парк-Сити, штат Юта, знала, на что идет. Несмотря на то, что она изо всех сил старалась изо дня в день, все, что она получила в итоге, это множество необычных впечатлений и недооцененное рабочее место. Но ее прошлое вынудило ее сделать все это. Эта женщина была принята на работу не по звонку в отдел кадров или по предварительной записи. В 2013 году она добровольно подошла к стойке регистрации и смело предложила подать заявку на эту должность. Она выглядела уверенной в себе, и никто не мог сказать, что она бедна и у нее нет ни гроша. Возможно, совет по найму, который привел ее на эту работу, не отражал горькую правду о том, чем ей приходилось заниматься каждый день. Остаться без работы – это то, что невозможно объяснить одними словами. Это чувство сопереживания, когда человек может чувствовать себя покинутым и потерянным, в то время как мир проносится мимо него. И эта женщина пережила ту же травму. Когда она направилась к стойке регистрации, у нее была смутная надежда, что она каким-то образом доберется до работы. Но это было не так-то просто. Тем не менее, женщина казалась очень уверенной в себе, и ей так или иначе нужна была эта работа. Она не смогла сказать ничего, кроме нескольких слов заверения, что она была бы идеальным кандидатом на ту работу, на которую они ее нанимали. Она была готова взяться за любую работу и поручение. Ее дерзкая позиция, похоже, не понравилась владельцу отеля. Он с подозрением отнесся к готовности женщины взяться за любую работу, не зная о ней ничего особенного. Тем не менее, ему нужен был кто-то для ведения домашнего хозяйства, поскольку ситуация в отеле была сложной и ускользала из-под его контроля. В довершение всего, некоторые постояльцы вели себя очень невежливо во время их пребывания. Была ли эта женщина готова выполнять работу, которая не приносила бы ничего, кроме ежедневных ужасных переживаний? Постояльцы, которые снимали апартаменты, были людьми, которых никогда не волновало, что происходит с другим человеком, особенно когда ему или ей приходится убирать оставленный после себя беспорядок. Возможно, это волновало их меньше всего. В то время как в отеле размещались гости со странным поведением, некоторые из них превысили свои полномочия. Произошел особый инцидент, из-за которого предыдущая горничная отеля отказалась от своей работы. Она уволилась, и с тех пор владелец искал человека, который мог бы работать и приспособиться к странному поведению постояльцев. Возможно, эта женщина приняла неправильное решение присоединиться к нам. Возвращаясь к настоящему, владелец решил дать женщине шанс, выслушав ее смелые и уверенные заверения. И ему нужен был кто-то, кто упорно трудился, несмотря ни на что. Он был уверен, что она уволится через несколько дней, как и его предыдущие сотрудники. Но женщина доказала, что он ошибался. Она была трудолюбивой женщиной, которая искренне отдавалась своей работе. Через несколько дней она начала выполнять свои поручения и даже разбирать груды грязного белья. Она казалась слишком профессиональной для своей должности. Она также создала организационную систему,
которая помогла наладить работу на своем рабочем месте. Ее упорный труд был вознагражден достойной зарплатой и ничем иным. Тем не менее, она казалась счастливой, но только до тех пор, пока в отеле не появились двое постояльцев. Хотя в отеле могли разместиться самые разные люди, два добросердечных человека решили снять там номер люкс. Джош Гибсон и Кайл Арефис были известны своими добрыми поступками, которые они снимали на видео и выкладывали на своем YouTube-канале Give Back Films. Неужели эти два добрых сердца собирались сделать что-то трогательное в отеле? И Джош, и Кайл были знамениты, но это не помешало им попробовать себя в новых проектах. И когда в 2014 году до них дошли новости о предприимчивой горничной, они решили взяться за дело без промедления. Они знали, что она станет идеальным выбором для их следующего проекта. После недолгих размышлений они приехали в отель и разработали свой странный план. К их удивлению, владелец отеля присоединился к ним. Они начали немного переделывать обивку и постельное белье, чтобы в номере можно было жить. Джош и Кайл никоим образом не хотели вызывать сомнения у горничной. Все шло по их плану, и они даже установили несколько скрытых камер в определенной комнате. Теперь пришло время для главного действия. Это был маленький сюрприз, который они приготовили к главному празднику. Когда Джош закончил писать записку, Кайл сразу же аккуратно разложил все ее содержимое под одеялом. Получив удовлетворение от идеального сюжета, они сняли с дверной ручки табличку «Не беспокоить» и вернулись к своему фургону, чтобы посмотреть весь эпизод вживую. Наконец в комнату вошла горничная. Для нее это был обычный день, и, взглянув на беспорядок в комнате, она поняла, что в календаре у нее был еще один обычный день. Горничная быстро подняла постельное белье и была потрясена тем, что увидела. Это был невероятный сюрприз, от которого у нее на глаза навернулись слезы. Там лежала трогательная записка, окруженная суммой в $500. Она была шокирована, потому что это были самые щедрые чаевые, которые она получала в своей жизни. После того, как о шокирующем сюрпризе стало известно, горничная бросилась к мальчикам в их фургоне. Она ответила на их добрый жест теплыми объятиями и не могла перестать улыбаться и плакать одновременно. Но в конце концов она отказалась брать деньги. Мальчики были шокированы, когда горничная отказалась от денег. Сумма была довольно большой, и она не считала правильным принимать такие огромные чаевые от кого бы то ни было. Каждый ее поступок доказывал ее щедрость и то, что она относилась к жизни с удовлетворением и прямотой. Но мальчики каким-то образом убедили горничную принять деньги и сказали ей, что это теплый жест в благодарность за ее трудолюбие. И когда она брала деньги, Джош и Кайл казались счастливее, чем сама горничная. Иногда все, что нужно, это доброе сердце, чтобы ответить взаимностью на чью-то преданность делу и тяжелый труд. История трудолюбивой горничной – еще один пример того, как жизнь преподносит неожиданные сюрпризы, шокирующие и в то же время согревающие душу. И горничная заслужила каждый из этих сюрпризов.